швейцарском Давосе стартует Всемирный экономический форум. Когда запланирована встреча Трампа с Зеленским? И кто к ней еще присоединится? Евросоюз может закрыть американские военные базы в Европе, а в Британии предложили выкупить Америку обратно, если Трамп не оставит Гренландию в покое. Не сбежали, а планово уехали. 15 немецких солдат, прибывших на помощь в Гренландию, без объяснения причин покинули остров. Китайские военные провели учения, имитирующие нейтрализацию руководства Тайваня. А Иран пригрозил штатам полноценной войной в случае нападения на Али Хаминеи. В Уганде действующий президент победил на выборах в 7-й раз, а в Пхеньяне с размахом отметили 80-летие Социалистического союза молодежи. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. На юге Испании в воскресенье вечером произошла крупная железнодорожная авария с участием 2 скоростных поездов. Состав Ирио, следовавший из Малаги в Мадрид и перевозивший около 300 пассажиров, сошел с рельсов. Его последние вагоны перекрыли соседний путь. В них врезался поезд, двигавшийся по маршруту Мадрид-Уэльва, который также сошел с рельсов. Власти региона сообщили о полной остановке железнодорожного движения на участке и направлении на место происшествия экстренных служб, включая не менее 9 машин скорой помощи. По предварительным данным, погибли как минимум 22 человека, десятки пассажиров получили ранения. В швейцарском Давосе стартует Всемирный экономический форум, в котором примут участие делегации более чем 60 государств. Организаторы ожидают свыше 3000 участников и сообщили об усиленных мерах безопасности. Ключевыми темами форума станут война России против Украины, ситуация в Газе, защита энергетической инфраструктуры, гарантии безопасности и восстановления Украины. 21 января на полях саммита может состояться встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа при участии лидеров ЕС для обсуждения гарантий безопасности для Киева. Если бы русские действительно и всерьез хотели закончить войну, они бы сосредоточились на дипломатии, а не на ракетных ударах, отключениях электроэнергии и попытках нанести ущерб даже нашим атомным электростанциям. У нас есть данные об объектах, которые Россия разведывала, разведка в рамках подготовки к ударам. Все ясно показывает, что дипломатия определенно не является приоритетом для России. Это необходимо признать. Необходимо продолжать давление на агрессора и на истинную причину этой войны. Причина в Москве. Европейский Союз может приостановить утверждение торгового соглашения с Вашингтоном на фоне новых таможенных угроз президента Дональда Трампа, заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер. По его словам, Европарламент в целом поддерживает сделку. Однако из-за заявлений Трампа, в том числе связанных с Гренландией, ее ратификация на данном этапе невозможна. Как сообщает Bloomberg, соглашение, заключенное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с Трампом летом 2025 года, уже частично реализовано, но требует одобрения Европарламента. Если депутаты объединятся с левыми фракциями, у них может хватить голосов, чтобы заморозить или заблокировать документ. Сделка предусматривает 15% пошлины штатов на большинство товаров из ЕС в обмен на отмену европейских тарифов на американскую промышленную и часть сельскохозяйственной продукции. Евросоюз может закрыть американские военные базы в Европе, если Соединенные Штаты попытаются захватить Гренландию. Об этом пишет авторитетное издание The Economist. Это может коснуться, например, базы Рамштайн в Германии, что серьезно ослабит возможности Штатов действовать на Ближнем Востоке и в Африке. Также могут быть экономические шаги, пошлины, санкции и давление на американские технологические компании. Например, ужесточение регулирования, ограничение доступа к европейскому рынку и подобное. Однако в ЕС опасаются, что силовой сценарий вокруг Гренландии подорвет доверие к статье 5 НАТО и разрушит основу трансатлантической безопасности. В то же время британский журналист Пирс Морган иронично предложил выкупить обратно Америку в ответ на тарифные угрозы Трампа по Гренландии. Морган заявил, что если Трамп не согласится, Великобритания может ввести пошлины против Соединенных Штатов и их союзников. Британии следует выкупить Америку обратно. В конце концов, когда-то она была нашей, и это укрепит нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите ее нам, президент Трамп, мы введем пошлины на Соединенные Штаты и любую страну, которая поддержит вас в сопротивлении этой очень выгодной сделки. Справедливо? 15 немецких солдат, прибывших на помощь в Гренландию, внезапно и без объяснения причин сегодня покинули остров, пишет Bild. Издание успело запечатлеть вылет немецких военных из аэропорта Наука. По данным журналистов, приказ о возвращении поступил ранним утром, все встречи и мероприятия срочно отменили. Решение было принято без официальных объяснений со стороны Берлина, военным просто приказали покинуть остров. Немцы прибыли в Гренландию всего 2 дня назад,
Причем это были опытные военнослужащие военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил, логисты и эксперты по авиаперевозкам. Задачей поездки были совместные учения, а также оценка перспектив возможного размещения сил. По одной из версий, отзыв связан с угрозами пошлин со стороны Трампа. Напомним, Трамп вчера ввел пошлины против европейских стран, которые отправили своих военных в Гренландию. Саму эту отправку назвал очень опасной для мира и потребовал вывести войска с острова. Официальный комментарий Бундесвера появился чуть позднее и был очень коротким. Подполковник Петр Милевчук заявил, что немецкие военные выполнили свою первоначальную задачу в Гренландии, поэтому и покинули остров. По его словам, сотрудничество с датскими коллегами было очень позитивным и конструктивным. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что на протяжении более 100 лет американские президенты рассматривали возможность приобретения Гренландии из-за ее стратегического значения для национальной безопасности. По его словам, президент Дональд Трамп оценивает ситуацию с прицелом на долгосрочное соперничество в Арктике и усиление геополитической конкуренции. Бессент подчеркнул, что Штаты не намерены передавать вопросы национальной безопасности и контроль над западным полушарием другим государствам. Он напомнил, что во время первого президентского срока Трамп предупреждал Европу о рисках зависимости от российских энергоносителей, указывая, что закупки нефти и газа фактически финансируют военные действия Москвы против Украины. По данным нескольких источников, Вашингтон рассматривает возможность предложения Дании до $700 миллиардов за покупку Гренландии. Сообщается, что госсекретарю Марко Рубио уже даже поручено подготовить соответствующее предложение. Трамп считает Канаду уязвимой перед Китаем и Россией в Арктике. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. По их данным, в последние недели президент Соединенных Штатов в частных разговорах с помощниками выражает обеспокоенность, что Канада недостаточно защищена от возможных угроз со стороны Китая и РФ в Арктике. Однако о размещении американских войск на северной границе Канады или силовом захвате страны речь не идет. Вступившая в должность губернатора Вирджинии от Демократической партии Эбигейл Спанбергер отменила политику своего предшественника-республиканца Глена Янкина, обязывавшую местные правоохранительные органы сотрудничать с иммиграционной и таможенной службой. Новая глава штата заявила, что обеспечение соблюдения иммиграционных законов является задачей федеральных властей, тогда как полиция Вирджинии должна сосредоточиться на безопасности жителей и соблюдении законов штата. По ее словам, привлечение местных сил к гражданским иммиграционным вопросам не является эффективным использованием ограниченных ресурсов. Решение было принято сразу после торжественной церемонии инаугурации. Спанбергер стала первой женщиной-губернатором в истории Вирджинии. На выборах она победила кандидата-республиканца Уинса Эрл Сирс, поддержанного президентом Дональдом Трампом. В Демократической партии подчеркивают, что подобные меры направлены на снижение напряженности между иммигрантами и правоохранительными органами. Республиканцы, в свою очередь, настаивают, что сотрудничество с ICE необходимо для исполнения законов. Спанбергер заявила, что ее приоритетом является безопасность всех жителей штата, включая законопослушных иммигрантов. Она также пообещала сосредоточиться на борьбе с насилием, с применением оружия, наркотической зависимостью и кризисом психического здоровья. Китайские военные провели учения, имитирующие быструю нейтрализацию руководства Тайваня, сообщило 17 января издание Nikkei со ссылкой на видео государственного телеканала CCTV. Тренировки прошли в засекреченном месте. Спецподразделение с помощью беспилотника выявило здание цели и провело ночной рейд, который длился менее 2 минут. По сценарию бойцы скрытно обошли охрану, применяли арбалеты и ликвидировали 4 условных противников. Такой формат маневров относят к тактике обезглавливания, предполагающей быстрый захват или устранение руководства противника в начале конфликта. Китайские эксперты считают, что это демонстрация возможностей Народно-освободительной армии Китая, подобно тому, как Соединенные Штаты провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Параллельно The New York Times сообщила, что за последние 2 недели Пекин дважды привлекал тысячи рыболовецких судов для отработки сценария блокады острова. В последние недели Китай дважды незаметно мобилизовал тысячи рыболовецких судов для создания массивных плавучих заграждений длиной не менее 200 миль, демонстрируя новый уровень координации, который может предоставить Пекину больше возможностей для установления контроля в спорных морских районах. 2 недавние операции прошли практически незамеченными. Анализ данных отслеживания судов, проведенный газетой The New York Times,
впервые раскрывает масштаб и сложности этих маневров. На прошлой неделе около 1400 китайских судов внезапно прекратили свою обычную рыболовную деятельность или покинули свои порты приписки и собрались в Восточно-Китайском море. К 11 января они образовали прямоугольник, простирающийся более чем на 200 миль. Как показали данные отслеживания судов, формация была настолько плотной, что некоторые приближающиеся грузовые суда, казалось, обходили их стороной или были вынуждены двигаться зигзагом. Во время протестов в Иране погибло по меньшей мере 5000 человек, из которых около 500 сотрудников сил безопасности. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на иранского чиновника. Первое заявление о масштабах протестов, которые власти страны пытались жестоко подавить, сделал и аятолла Али Хаминеи. Виновником трагических событий он назвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и сказал, цитируем, что преступная поддержка протестующих привела к гибели нескольких тысяч человек. Между тем, президент страны Масуд Пезешкиан также решил сделать предупреждение Вашингтону. В социальной сети X он написал, что нападение на верховного лидера Ирана, Али Хаминеи, будет равносильно полномасштабной войне. Если народ Ирана сталкивается с трудностями и лишениями в жизни, одной из главных причин этого является давняя вражда и бесчеловечные санкции, введенные правительством Соединенных Штатов и их союзниками. Любая агрессия против верховного лидера нашей страны равносильно тотальной войне против иранского народа. Между тем, Иран планирует навсегда отключиться от глобального интернета, оставив доступ только тем гражданам, которых одобрят власти. Об этом пишет издание Guardian со ссылкой на доклад организации Filter Watch, отслеживающей интернет-цензуру в Исламской Республике. В настоящее время ведется конфиденциальная работа над превращением услуги в государственную привилегию. Согласно плану, иранские силовики, чиновники и граждане, прошедшие проверку властей, смогут пользоваться отфильтрованной версией глобального интернета, а остальным будет доступна только внутренняя национальная сеть, полностью отрезанная от внешнего мира. Десятки сторонников иранского правительства в Стамбуле провели акцию в поддержку иранских властей. По их словам, протесты в Иране были спровоцированы Соединенными Штатами и Израилем. Демонстранты жгли американские и израильские флаги, а также топтали манекены с фотографиями Трампа и Беньямина Нетаньяху. Собравшиеся скандировали пропалестинские лозунги и выкрикивали обвинения в адрес Вашингтона. Они постоянно хотят посеять хаос в Иране. Вот Трамп обращается к иранскому народу, говорит, что принесет ему свободу, либо Нетаньяху обращается к иранскому народу, говорит, что принесет ему свободу. Где мы когда-либо видели, чтобы Америка и Израиль приносили свободу стране? Посмотрите на Ближний Восток, посмотрите на Ирак, посмотрите на Сирию. Америка всегда приезжала в эти места, говоря, что принесет демократию и свободу. Они принесли только кровопролитие. Сегодня они планируют то же самое для Ирана, но им это не удастся. Это протесты целиком дело рук Америки. Я была в Иране на прошлой неделе, только что вернулась. Америка все еще причастна к этому. Я видела короткую акцию протеста. Там было около 40 человек, которые скандировали лозунги. Это было не так уж и страшно, как это в прессе преподносят. В воскресенье иранские эмигранты вышли на демонстрацию за свободу и демократию на своей родине перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Они скандировали «Женщины», «Жизнь», «Свобода» и держали плакаты с изображением Махсы Амини, 22-летней иранской женщины, которая умерла в сентябре 2022 года, находясь под стражей за якобы нарушение исламского дресс-кода Ирана. Протестующие осудили убийство нескольких тысяч демонстрантов в Иране и призвал ЕС сохранять бдительность и оказывать максимальное давление на Иран. Мы знаем, что после этой многонедельной блокировки у нас нет возможности донести их голос за пределы Ирана, за границу. Поэтому мы обязаны усилить голоса протестующих здесь. Мы решительно осуждаем убийство, целенаправленное убийство нескольких тысяч демонстрантов и протестующих в Иране. И поэтому мы призываем Европейский Союз и общественность сохранять бдительность и оказывать как можно больше давления на Исламскую Республику Иран. Мы хотим демократического Ирана, мы хотим независимого Ирана, и мы также против военного вмешательства в Иран. Многолетний правитель Уганды Йовери Мусевени заявил о своей победе на президентских выборах. Избирательная комиссия объявила, что Мусевени получил почти 72% голосов избирателей. Его основной соперник, бывший поп-певец и лидер оппозиции Бобби Вайн, получил поддержку около 25% граждан. Эта победа позволит Мусевени, который бессменно руководит страной уже 40 лет, продлить свое правление еще на 7 лет. Избирательный процесс сопровождался массовым насилием, полным отключением интернета в стране и сообщениями о похищении главного оппозиционера. Партия Вайна сообщила, что военные штурмовали резиденцию политика.
после чего его с силой вывели из дома и вывезли вертолетом в неизвестном направлении. Впоследствии Вайн опубликовал в соцсети X, что ему удалось сбежать. По словам оппозиционера, сейчас он находится в бегах и вынужден скрываться, поскольку опасается за свою жизнь. Мусевини, в свою очередь, выступил с суровым предупреждением сторонникам оппозиции прекратить все акции после того, как полиция заявила о нападениях на избирательные участки. Я поздравляю народ Уганды. Я прошу сбитых с толку людей вернуться к здравому смыслу, потому что то, что они планируют, нам уже известно. И мы уже мобилизовали все силы вместе с народом. Это все должно прекратиться, иначе мы поймаем их всех, если они не остановятся. Бобби Вайн ввел в заблуждение наш народ. Он сказал, что когда станет президентом, все деньги от нефти будут разделены между людьми. И мое правительство их просто проест и потратит на себя. Я сказал: не волнуйтесь, когда я приду, я разоблачу этого лжеца. И вообще не соревнуйтесь с ним в пустых разговорах. Индуистские верующие по всей Северной Индии совершили священное омовение, отмечая праздник Мауни-Амавасья в рамках фестиваля Макх-Мела. Основные церемонии прошли в городе Прайградж, штат Уттар-Прадеш, где паломники окунались в воды Сангама, места слияния рек Ганг, Ямуна и мифической Сарасвати. Согласно верованиям, омовение в этот день смывает грехи, очищает карму и способствует достижению мокши, духовного освобождения. Мауни-Амавасья приходится на новолуние месяца Магх и символизирует молчание, аскезу и внутреннее очищение. Фестиваль длится около 45 дней и посвящен индуистскому богу-творцу Брахме. Он имеет особое религиозное значение для верующих. С раннего утра вдоль берегов Ганга собрались многотысячные толпы паломников, желающих принять участие в ритуалах. Во время обрядов верующие молились, зажигали глиняные масляные лампы и набирали святую воду из реки. Власти усилили меры безопасности, поскольку праздник Мауни-Амавасья ежегодно привлекает миллионы людей и считается одним из крупнейших религиозных собраний в мире. Сегодня Мауни-Амавасья, и это знаменательный день в нашей религии, а Сангам — слияние трех рек, священное место паломничества, куда мы каждый год стараемся приехать. Сегодня меня позвала мать Ганг, и это было действительно невероятно. В благодатный день, новолуние Мауни-Амавасья, месяц северного движения солнца, у каждого есть возможность очиститься, исцелить душу. Желаю всем моим братьям и сестрам всего наилучшего в этот благоприятный день. Прошу всех приехать в Харидвар, здесь все организовано очень хорошо. Вьетнам, до сих пор остающийся формально коммунистической страной, готовится к съезду единственной партии в стране. 14-й съезд Компартии Вьетнама пройдет с 19 по 25 января. На съезде будет избрано высшее руководство страны и определены ключевые ориентиры развития до 2030 года. Как и в Китае, Северной Корее и прежде в Советском Союзе, система власти во Вьетнаме основана на коллективном принятии решений, что на протяжении десятилетий обеспечивало относительную стабильность внутренней и внешней политики. Начиная со вторника, около 1600 делегатов, представляющих более 5 миллионов членов партии, изберут порядка 200 членов Центрального комитета. Затем Центральный комитет сформирует Политбюро, главный руководящий орган партии, в который войдут от 17 до 19 человек. Из их числа будет избран генеральный секретарь, фактически лидер страны. После завершения съезда Политбюро выдвинет кандидатуры на посты президента, премьер-министра и председателя парламента, которые впоследствии должны быть утверждены Национальным собранием. Я ожидаю, что новое руководство будет вести новую политику, которая пойдет на пользу Вьетнаму и поможет нашей стране уверенно двигаться вперед в одном направлении с остальным миром. Я верю, что будут изменения, серьезные изменения. В последние годы борьба с коррупцией идет очень активно. Большинство крупных дел доведены до суда, но их еще остается немало. Я надеюсь, что при нынешнем настрое лидера на борьбу с коррупцией нашему народу станет жить легче. Итоги съезда, так же как и работа его участников, должны быть направлены на улучшение жизни людей. Эта политика должна строиться вокруг народа, где народ – основа и центр. Новые лидеры должны избегать политики и указов, которые идут вразрез с интересами людей и далеки от реальной жизни общества. Коммунистическая партия Вьетнама была основана Хо Ши Мином в 1930 году. В 1954 году партия пришла к власти на севере страны после окончания французского колониального правления. После завершения войны с США и падения Сайгона в 1975 году Вьетнам был объединен под контролем партии, которая с тех пор управляет страной. Политическая оппозиция в стране была уничтожена и запрещена. В
Пхеньяне с размахом отметили 80-летие Социалистического патриотического союза молодежи. Северокорейские студенты пели, танцевали и играли на инструментах на сцене Центрального молодежного зала. В программе прозвучали северокорейские хиты, вроде «Марша корейской молодежи» и гимна верности нашей партии. За день до этого мероприятие посетил Ким Чен Ын, высоко оценив историческую роль молодежи, цитируем от сцены до поля боя. Государственные СМИ подчеркнули, что праздник удался, а молодежь доказала верность идеям социализма. В швейцарских Альпах в Лааксе прошел праздник экстремального фристайла. Лакс Open 2026. Чемпионами соревнований стали Бирк Руут и Эйлин Гу. Норвежец Бирк Руут буквально парил над склоном. Его прыжки выглядели почти как полет, а в решающий момент он сохранял полное спокойствие, будто время замедлилось. Это просто потрясающе. Я очень горжусь. Думаю, хорошие результаты приходят, когда остаешься расслабленным, сосредоточенным и усердно работаешь. Почти не верится. И, наверное, именно так это возможно. Потому что если бы я думал, мне нужно выиграть в этом году, чтобы сделать 3... Это не имеет значения. Важно только то, что я могу показать на лыжах, когда это важно, на трассе. Настоящий взрыв эмоций случился, когда австриец Матей Сванчер во время прыжка потерял одну лыжу. И что вы думаете? Он продолжил вращаться в воздухе, сделал 3 оборота и приземлился. На одной лыже. Толпа ахнула, и этот момент точно войдет в историю. А в женском соревновании королева была одна. Эйлин Гу из Китая. Она покорила всех своей грацией и смелостью, набрав рекордные 20 побед на этапах Кубка мира. Я стала первой фристайлисткой с 20 победами на Кубке мира. Звучит почти невероятно. Я поняла, что с каждой победой становится все сложнее, поэтому важно использовать давление как стимул, а не позволять ему разрушить себя. Я работаю над психологией и техникой катания. Каждый раз приезжать в Лакс — настоящее удовольствие. Огромное спасибо всей команде парка и всем организаторам. Я люблю это соревнование. 2 победы подряд здесь — это здорово. Рада продолжать в том же духе. В Амстердаме, несмотря на зимнюю погоду, празднично открыли сезон тюльпанов. В субботу тысячи людей собрались на площади Музей-Плейн, где прошел Национальный день тюльпанов. Голландские производители превратили площадь в большой бесплатный сад, раздав посетителям около 200 тысяч цветов. Каждому гостю разрешалось собрать до 10 тюльпанов, хотя многие уносили с собой больше разрешенного. Мероприятие традиционно символизирует начало сезона продажи срезанных тюльпанов в стране. По данным организаторов, Нидерланды остаются крупнейшим в мире производителем этих цветов, и в 2025 году вырастили около 2 миллионов тюльпанных стеблей. Мы сравниваем цветы, в этом году они в довольно отличном состоянии, а также немного лучше, чем в прошлом. Они хорошо цветут, и солнце на верхушках цветов — это потрясающе. Мы празднуем весну, весна скоро наступит. Сейчас зима, но производители готовы заполнить все магазины цветами в ближайшее время. Мы няни, это культурный обмен, и мы рады увидеть эти тюльпаны. Мы здесь впервые. И для меня это, наверное, самое лучшее, что случилось за весь год. Я просто обожаю цветы, и я здесь впервые. И никто мне сейчас не дарит цветы. Так что да, я думаю, это для меня настоящий джекпот.